Всім привіт! Вітаю вас на своєму подкасті. Зараз на дворі у нас травень місяць. Ми знаходимося в Сан-Хосе і будемо записувати сьогодні тему про харчування. До мене приходить гостя Настя. За освітою вона дієтолог, нутриціолог. У Насті американська освіта. Ми поговоримо про те, чому не працюють дієти в 1200 калорій, що поганого в всіх цих марафонах в 21 день. І саме головне, ми поговоримо про те, як взагалі правильно харчуватися, що треба нашому організму, чому не треба собі забороняти їсти там, не знаю, солодкі чи ще щось, що ви дуже любите, як правильно між цим всім балансувати та при цьому залишатися здоровим. Не забудьте, що у нас є Patreon, Buy Me Coffee, так ви можете підтримати наш канал і давайте слухати. Привіт, Настя! Я дуже рада, що ти завітала на мене на подкаст. Я слідкую за твоїм інстаграмом, мені здається, вже 2 роки, от як ми сюди приїхали. Та, ти не знала, а я за тобою піддивляюся. Тому що те, чим ти займаєшся, ми зараз про це розкажемо, дуже мені цікаво, в принципі. І коли я бачу красиву жінку, я знаю, що у тебе є 2 дітей, але ти виглядаєш так, наче в тебе ні одної дитини немає. Дуже така струнка, молода, енергічна. То хочеться тобою захоплюватися, і тому я покликала тебе, тому що хочу, щоб ти поділилася взагалі, як ти прийшла до нутриціології. І я знаю, що в тебе був достатньо стресовий період, коли ти сюди переїхала, тому що я читаю твій інстаграм. І щоб ти поділилася взагалі з нами, жіночками, дівчатками і хлопчиками, їм також буде це цікаво послухати, всім цим шляхом. Давай почнемо з того, як ти опинилася в Штатах. Окей, я буду розмовляти російською. Да, добре, так. Давай пояснимо, що ти взагалі з Києва, але ти в Штатах я зі Слов'янську. Я зі Слов'янську, але слов'янську розмовляють російською мовою, і я вже приїхала 14 років тому назад, тому в мене українська, вона не дуже гарна. І я просто зразу хочу сказати, що коли я починаю розмовляти українською, мені хочеться розмовляти англійською. Да. Тому що в тебе чоловік англомовний, і це важко. І це окей. Будь ласка, як тебе зручно? Так, смотри, я всегда понимала, что для меня место, в принципе, я жила в Славянске, я понимала, что я там жить не буду, я жила потом в Харькове, я понимала, что мне там места мало, потом я переехала в Киев, я понимала, что мне тоже места мало. И мое первое образование было физико-энергетическое, то есть я училась в Каразино, на физико-энергетическом факультете. И пока я там училась, то есть был уже 4-й год обучения, и я начинаю понимать, что я этим заниматься не буду. Потому что, во-первых, мне неинтересно, во-вторых, я достаточно, так скажем, болтливый человек, а в-третьих, все-таки профессия была выбрана больше на фоне того, чего хотел мой папа. Я, потому как я была отличницей в школе и хорошо сдавала экзамены и умела учиться, в принципе, я это все тянула. Но следующий момент такой важный был, я очень хотела зарабатывать деньги. То есть мой папа всегда был против. Он говорил, ты должна учиться. В итоге я там потерпела еще до 17 лет, но после этого я начала постоянно периодически работать. То есть в Киеве, например, работала на речном вокзале. Я на мосту стояла, кричала, 11-й причал, у нас самые красивые путевки, лучшие путевки. Вот эти поняла, на воде. Я была там месяца 3, я там работала, потом в офисе работала. И я продавала водку, это когда еще в Харькове была. То есть я всегда пыталась найти где-то, как-то, как можно заработать деньги. И я также понимала, что, например, я не буду долго продолжать этим заниматься, потому что здесь мало, в принципе, возможностей заработать. И следующий момент для меня такой важный был. Меня очень часто воспринимали по тому, как я выгляжу. И многим не было... То есть горе от ума. Мне вот такие в глаза говорили, горе от ума, то есть тебе нужно быть попроще, тебе там не надо так сильно высказывать свое мнение, да, то есть мой папа, в принципе, меня научил наоборот высказывать мнение, но когда я начинала попадать в среду, да, там, мужчин, это было больше про то, что потише, да, там... Просто красивая девочка, сидит тихонько. Да, попроще. То есть не до такой, конечно, но в принципе это было как-то так, и мне было очень от этого на самом деле грустно. Даже не грустно, наверное, некомфортно, дискомфортно. Я постоянно себя как будто прижимала. И у меня была идея, я прям помню, что я сделала себе, помнишь, были вот эти визуальные борды?
И я такая сижу и думаю, так, ну что, в Америку, почему бы и нет? И мама мне, кстати, говорит, что в 3 классе еще учительница написала, что я буду жить в Лос-Анджелесе, буду петь. Я да, в Серьезно? детстве пела, и я буду ее приглашать к себе в гости. Видно, все равно что-то на подсознательном Мгм. уровне у нас все равно всегда откладывается, и это влияет все равно на то, как мы по факту принимаем решения. Вот. И в итоге что случилось? То есть я сказала там, папе, маме, я хотела бы поехать, уехать. На что мой папа, во-первых, сказал, ты должна доучиться, вот. Во-вторых, куда ты уедешь. Но с другой стороны, он также сказал, он мне не запретил. Мгм. Он мне не запретил. И я нашла программу, которая называется Au Pair. Многие о ней знают. То есть это когда ты приезжаешь... У меня еще была Cultural Care Au Pair. Они все бывают разные. Что такое Cultural Care Au Pair? Это когда ты приезжаешь в семью, ты помогаешь с ребенком, но ты должна учиться. Семья выделяет отдельный бюджет на то, чтобы ты училась. То есть они оплачивают 6 юнитов, да, 6 юнитов В комьюнити колледже? комьюнити колледжа, да. И я прям помню, мне, значит, почему это важно? Мне, значит, звонит Таня, она сама финка была, муж американец, она мне предлагает, то есть они меня выбрали, чтобы я сюда приехала. На дворе декабрь, начало декабря, мне остается полгода доучиться. Вот. И мой первый ответ был: нет, я никуда не еду, ну, потому что мне нужно доучиться, полгода осталось для того, чтобы бакалавра получать. И где-то через неделю у меня опять ситуация, в которой мне вот то, что я говорю, будь потише, да, ну как бы будь красивой девочкой, там сиди потише. Я думаю, это какое потише? Мне здесь вообще делать нечего. Я звоню ей обратно, потому что нужно через агентство, пытаюсь с ней связаться, чтобы меня забрали. И мне удивительным образом дают визу, чтобы ты понимала, вот этот период принятия решения, он занял, и того, как я улетаю, был примерно 3 недели. О, це дуже швидко. Очень быстро. Я помню, я до сих пор почему-то помню это состояние истощения, исхудания, да, потому что я бегала по всем субстанциям, собирала документы, потом визу надо было получить, я очень по этому поводу стрессовала. Потом, в конце концов, в какой-то момент я приехала к родителям, и вот я улетела. Вот так вот я прилетела в Америку. Це скільки тобі років було? 20. 20. Да, да, мне было 20 лет. Когда я приехала сюда, первое время, конечно, было очень прикольно, но мне нравилось. Я сразу переехала в Лос-Гатос. Тем, кто не знает, это Ну, очень... це такі, якщо ви живете в Києві, то це такі Печерські ліпки, ну, умовно кажучи, дуже класне місце. Да, причем я помню, я такая приехала, январь, а тут тепло для меня тогда из Украины. Тепло. Смотрю, все в пуховиках ходят, думаю, что такое? И первый комментарий. А я приехала с достаточно небольшим чемоданом, но у меня были каблуки. И моя хост-мама, она такая смотрит, говорит, ну ты сейчас их быстро снимешь. Я думаю, почему я буду их снимать? Потому что по факту никто вокруг не ходит на каблуках, да, все достаточно просто одеты. И это была такая transition очень интересная для меня. Вот. Но как бы все поначалу было нормально, но потом начался такой mild stress. Я, во-первых, наверное, я уже четко не помню, но за месяцев 5 я набрала 20 паундов. Причем я никогда не поправлялась. Це десь 10 кілограм, ну, да, десь половина. Да, причем я никогда не поправлялась, я худенький человек. У меня прям есть 1-2 фотографии, где такая, вот это, знаешь, когда вот это расходится, вот тут вот, потому це я зараз. Саме стільки я набрала після переїзду. Так у тебя 2 года прошло, а я умудрилась за 5-6 месяцев, потому что я помню, значит, друзья... да, там звонят по скайпу, говорят, что ты туда поехала няня работать, у тебя там, ну, что ты вообще там забыла, да, там, то есть как бы... А я в таком начала находиться в потерянном состоянии, что я не знаю вообще, что мне делать, вот, и я где-то немножко, видно, заедала, я уже прям точно не помню, но вот это был первый такой момент, то есть, да, я начала подъедать, заедать, потом я очень мало спала, потому что... Кроме того, что я работала 40 часов вот няни, да. Блин, это full-time job. Да, у меня моя хост-мама была
олимпийский коуч по дайвингу, которая работала в Стэнфорде, у нее такая закалка была. Мне просто, знаешь, то есть я отрабатывала нас максимально. И она на самом деле была очень классная, но она была очень строгая. И то есть даже когда я там показывала, что мне где-то тяжело, я что-то там не успеваю, все остальное, ну, мне никакой нигде поблажки не было. А які ти класи взяла в коледжі при цьому? В колледж я приехала, у меня английского не было почти, потому что я училась на физико-энергетическом. То есть у меня там английский был на фоне acceleration, я не знаю, infinity. Loop, да. То есть, ну, там не было особо английского, там даже тот же английский, согласись, который мы учим в Украине, это вообще... Ну, це різне, да. It's British English, да, а where's the toilet? Там, ну, я не знаю, то есть как бы where's the bathroom, да, то есть сейчас... И я понимала в процессе, что, ну, мой английский вообще желает лучшего, мягко говоря. Но вот, кстати говоря, об этом, то есть я вот работала там, и потом в какой-то момент у меня начали появляться друзья, и один мой друг, он говорит: слушай, давай, хочешь, поработаешь в сигар-шапе в Лос-Гатосе. А что такое работать в сигар-шапе? Значит, мне просто нужно было там стоять, обрезать эти, поняла, кончики, да. Мне кидали типы в этот и болтать с ними. Для меня это вообще была идеальная практика. Ну, то есть, мало того, мне дали возможность говорить с американцами постоянно. І ти любиш говорити. Я люблю разговаривать. И они, то есть для тех, кто не знает, американцы, как по мне, один из самых наиболее... как welcoming сказать, народов. Доброжелательно. Ну, они прям, знаешь, они пытаются тебе помочь. Да, вони хочуть допомогти. Да, то есть они в том контексте, что там, например, ты говоришь неправильное слово, они тебе его корректно откорректируют, да, так, то есть они прям помогают тебе, ну, помогают, чтобы ты могла высказать мысль, да. То есть я начала работать в сигаршапе, и потом туда, значит, приходили люди, которые периодически устраивали вечеринки у себя дома. И потом я так начала периодически подрабатывать как хостес. Что такое хостес здесь? Это то же самое, грубо говоря, ты стоишь, болтаешь, там люди, обычно они все в возрасте, да, там они там, у них там свои tango nights, они тут любят танго танцевать или сальса, и как бы я приходила, ну это немного раз было, но было несколько раз, когда я приходила и просто, например, разливала шампанское, да, там разговаривала с людьми и уходила. Вот, то есть так в итоге это тоже поспособствовало набору веса, потому что я постоянно пила вот эти 5-hour energy drinks, да, то есть вот эти вот напитки энергетические. Я прям просто помню, что я спала час, я просыпалась, ну, то есть как бы, и мне нужно было дальше работать, в каком-то тумане находилась. Вот, но в 20 лет, с другой стороны. Ну да, ты можешь, в принципе, и без энергетика. Да, да, но просто есть какой-то, знаешь, момент, который у тебя уже организм говорит такой... Так, зупинись. Да, зупинись. Вот, потом был такой... Вот я набрала этот вес, а на тот момент, это, на секундочку, 2010 год. Как люди сбрасывали вес? Боже, не знаю, на якоїсь дієті кефіра сиділи, не яблуках. Нет, здесь все подсчитывали калории. Вот, и... Точно, Америка прогрессивніше трошки. У нас была китайская диета, я же такое помню. Но я просто никогда не сидела. Вот, и моя хост-мама такая говорит: ну, хочешь похудеть? Она мне программу такую дала в компьютере, ты просто забивал туда продукты, они тебе показывали, сколько калорий, я так жила там до 1200 калорий. Ну вот у меня начался, знаешь, такой небольшой перфекционизм. Почему? Во-первых, потому что я отличница, да, вот нужно понимать, какой у человека вообще темперамент, да, я отличница, я, значит, сказали 1200, а вообще если 1100, может еще даже лучше, да, и то есть как бы я жила в районе 1100-1200 калорий, наверное, год-два. Ого, у тебе дисципліна. Ну, типу, у мене це 2 дні, я рахую калорії, а потім така, все, нафіг. Нет. Не, я вот прям, да, то есть вот поэтому, то есть это такой плюс и минус, да, то есть, кстати, сейчас очень важную мысль скажу. Я в свое время, уже позже, работала с психологом, и для меня это была очень важная мысль, о которой я никогда не думала. Мне папа всегда говорил, то есть, например, я приходила к нему с проблемой или говорила: слушай, у меня что-то не получается. Он говорил: ты моя дочь, ты синчучка, у тебя все получится, да, там. Не получается, ты моя дочь, сейчас разберешься, да, то есть у меня, с одной стороны, это такая
как вот мне психолог объяснила, и, в принципе, над чем мы работали, с одной стороны, звучит как такая сильная, мощная поддержка, потому что, ну, она мне очень помогает в контексте достигания. Мгм. Но, с другой стороны, это невозможность совершить ошибку, Так. невозможность сдаться. То есть это как бы... Ти не можеш підвести, типу. Да, не могу подвести. То есть как будто отступить — это вообще не вариант. Вот. И поэтому это, в принципе, проявляется во многих аспектах, да, там, жизни, и вот почему это провоцирует стресс, в принципе. Вот. И о чем мы в смысле сбились? О чем мы там говорили? Ми казали про те, що ти 2 роки жила на 1000 чиріка, на Да, 1200 да, калорій. Да, 1200 калорий. Потом я, значит, начала заниматься в тренажерном зале. И у меня по факту, в общем, то есть у меня за этот период у меня начинают пропадать месячные. И я помню, значит, что вообще происходит для тех, тут как бы ты понимаешь концепт, что можно перевестись на студенческую визу, да? Угу. Я понимаю, что я могу, то есть, в общем, я поступаю в San Jose State University, у них есть программа, которая называется SAL. Во многих университетах есть такие программы, что они дают тебе возможность, они еще называют их gateways programs, то есть как проход. Ты на этой программе можешь учиться там 6 месяцев в год в зависимости от своего уровня, и потом он тебе дает более легкую возможность поступить в сам университет. Вот, и я просто помню этот момент, когда я сижу такая, это уже 2-й год был, и я думаю, интересно, откуда вообще это 1200? Мне даже иногда кажется, что эта идея из физики ко мне пришла, я думаю... так, физика. Ну, то есть, как бы ты же всегда понимаешь, что под каким-то числом, цифрой, уравнением есть Якась логіка. теория достаточно такая сильная, особенно если мы касаемся с тобой чисел. Вот, и я понимаю, что, в принципе, там, читая какие-то поверхностные эти книги, я не могу понять, почему. И ну, передо мной, грубо говоря, выбор. В принципе, можно взять, во-первых, там первые 6 месяцев я училась, именно английский учила очень активно, а первые 6 месяцев. А после этого 2 года я училась на диетологию. Тобто ти так почала свій шлях в нутриціологію? Да, то есть вот это вот была причина, потому что у меня пропали месячные, потому что я в какой-то момент поняла, что я не понимаю, почему 1200 калорий, и потому как мне, давай назовем так, надо было получить студенческую визу, и мне надо было выбрать специализацию, и мне, в принципе, было всегда интересно, там, почему это, почему то я выбрала диетологию. Вот. І що, ти розібралася, чого 1200? 1200 калорий. А вообще, то есть эта вся идея, она достаточно устаревшая, она на основе BMI, да, то есть, в принципе, того, сколько энергии мы да, используем. Я понимаю, ну, как бы, конечно, разобралась, почему, но мы все теперь, я еще, кстати, знаешь, чем я не разобралась? Почему мы, в принципе, пришли к тому, что это нормальная цифра? Да, тому що досі, ну, ти на який марафон не подивишся, що ти на це, вони всі роблять от зараз ми розрахуємо вашу масу тіла, і BMI, да. У когось буде це 1200, у когось 1400, в залежності, яка там в тебе фізична активність, але в основному це на це люди зважають, і такі тільки так треба робити. Смотри, есть такой момент очень важный, да, что, например, вот когда ты учишься на диетолога, да, что такое диетолог, кто это? Это вообще врач, да, то есть... Чекай, це тут врач. А в Україні це просто дівчинка, котра закінчила якісь курси. Ні, диетолог у вас теж врач. Ну, а проблема в тому, що в Україні є, наскільки, от коли я їхала, то була одна школа Наталі Самойленко, я до неї ходила, в них плюс-мінус прикольний підхід, і вона дійсно лікар. І ще одна Толстікова, здається, вона також лікар. Вона ендокринолог, да? Так. Всі інші — це дівчата, ну, більшість, котрі закінчили якісь курси. Ну, тобто вони не мають нічого дотичного з медициною. Але вони всі пишуть, що ми нутриціологи, дієтологи. Ну, типу, я просто розумію, що в Штатах тебе за це як нагріють, якщо тебе... Ну, тебе ж теж штраф заплатиш за це. Так, ти не маєш права просто це робити. І лайсенс заберуть. Так, в нас в Україні немає ніякого лайсенсу для того, щоб розказувати, що зараз я тебе похудаю. Ну, типу, скільки марафонів є в Інстаграмі українських дівчат, котрі не мають нічого дотичного, крім того, що, ну, окей, вони можуть сказати, я послухав онлайн-курс Стенфорда,
Але це не робить тебе лікарем. Нет, Да. окей. Та, Вау. Бачиш, я тобі Не, ну слушай, я знаю, очі. что нутрициологами называются, но диетологами, потому что диетолог, если в принципе, вот к чему я говорю, 1200 калорий, да, то есть диетолог, который работает здесь, он работает чаще всего, хотя это меняется очень сильно тоже, неправда, не чаще всего, но раньше чаще всего они работали в госпиталях, да, то есть они работали с больными людьми. И когда, что такое госпиталь здесь, да, во-первых, 98% госпиталей — это частная собственность, да, это не государственная, и это бизнес, а второе — это то, что у каждого госпиталя протоколы, которые ты не имеешь права нарушать. И эти протоколы, им может быть лет 20, этим протоколам может быть лет 40-50. То есть они очень редко обновляются, да, они очень редко обновляются. И в итоге вот то, что ты сказала за BMI, за 1200 калорий, это один из все равно вот этих компонентов. Я проходила обучение года 2 назад, и со мной была диетолог, которая закончила образование лет 20 назад. У нее была очень сильная belief, что это? Віра в те, що... Да, вера в то, что вот 1200 калорий и все, 1100 калорий и все. То есть как бы нужно понимать еще на фоне чего выстраивается, да, 1200 калорий, 1100 калорий, про что это, да, то есть это... Давай еще так возьмем, то есть тоже очень важный компонент в curriculum, в обучении, в системе обучения, да, здесь в колледжах огромную роль играют фармацевтические компании и компании, которые производят разные продукты. Им выгодно, чтобы ты рассчитывала свой ежедневный food intake, начинается, подожди, сейчас сформулируем, когда пройду, начинаю говорить, английский перехожу. Ну, то, що ти вчишся англійською, це зрозуміло, що в тебе деякі слова, ти навіть можеш не знати, як воно буде російською чи українською, тому що ти вже вчила це англійською. Ну да, мне просто легче мысль доносить. Так, Но так. давай так, то есть смотри, получается, программы обучения, все равно в них есть влияние, то есть они прописываются часто фармацевтическими компаниями и компаниями, которые производят продукты. Давай вот представь, вот у тебя на персике не написано, сколько на нем калорий, да, но ты можешь зайти в магазин и взять батончик, на котором написано 1100 калорий, Так. там столько-то, т-т-т-т-т. Так. То есть, учитывая то, что если ты собираешься подсчитывать калории, тебе выгоднее и понятнее взять и купить батончик. Ну да, там, де все написано, Да. буде мені зрозуміло. Да, то есть этот подход, он выгоден в принципе, но он не рабочий в общем контексте. Мы это видим на основе большинства американцев, в принципе, да, там последние годы, когда я приезжала в Украину, да, люди поправляются. То есть этот подход, он не работает, потому что качество продуктов, тип продуктов напрямую связан в принципе, с твоим весом, с твоим гормональным фоном работы щитовидной железы, да, то есть это очень важно понимать. Вот. Поэтому как бы вот эти 1200 калорий, это все равно, мне кажется, не кажется, а как бы мы все равно дискуссируем в нашей среде, да, диетологов, нутрициологов, про то, что это число, которое, в принципе, выгодно, о котором думать. И есть такая книга замечательная здесь, она называется Food Politics. Ее, наверное, написали лет 10 назад. И вот она заставляет задумываться каждого человека, который хоть как-то связан с едой, потому что мы все знаем, как фармацевтические компании отправляют докторов на всякие вечеринки и все остальное. А потім вони нам пропонують ці всі ліки. Да, но ты же понимаешь, что то же самое сейчас происходит с всякими добавками, витаминами. Посмотри на инфлюенсеров-блогеров, да, то есть это вся... О, це жесть, так, да. кругом. Так это же то же самое, да, то есть и, например, мы на самом деле иногда думаем, что какая-то там добавка, компания, да, что это действительно поможет, что это действительно хорошо, хотя по факту это не так. И в принципе это вот этот вот такой не маркетинг, это человеческий фактор, в котором мы вас сейчас там куда-то отвезем, и вообще, в принципе, это на основе там домашнего мяса, там, я не знаю, печени и все остальное, здесь нет никаких добавок и всего остального, но порой мы принимаем вот эти коллагены, порошки коллагеновые. Ну, да. воно ж не працює, наскільки я розумію. Оно зависит, понимаешь? Здесь вопрос. То есть нету работает, не работает. Надо понять, для тебя работает или нет. Так. Да, но Ну, по тобто факту... це не працює абсолютно для всіх, якщо ти почав це пити. Да, и плюс ко всему бывают совершенно разные формы. Но это, знаешь, как постоянная волна такая. Волна там, знаешь,
коллагена налетела, да, волна омега-3 прилетела, да, там ферменты, чтобы переваривать, да, и я такая периодически, когда у меня часто появляется новый клиент, да, там первая встреча, и, значит, опрос, какие витамины мы принимаем. Там такой список может быть. Я тобі покажу потім свою шафку. Серйозно? Ну, мене Слава любить всякі БАДи, я ні, але він постійно якусь херню п'є. Ну, може ні, може це не херня, скажеш нам потім. Ребят, те, кто слушает, важный момент для тебя тоже. Все, что мы употребляем, должна переварить наша печень, да, то есть наша печень должна вывести это все. И есть такое очень серьезное, важное понятие. В момент, когда мы добавляем более 5-6 разных компонентов в форме добавок в наш организм, мы не знаем, как они между собой взаимодействуют. Мы начинаем угадывать. То есть если там до 5 мы примерно понимаем, то после 5-6, кто бы вам что ни говорил, в принципе, это все равно I think it's gonna be fine. Ну, вообще, в общем, люди хорошо, да, но как бы по факту мы не знаем, да, то есть какой момент происходит, потому что вот у меня сфера, да, там гормонального фона, бесплодия, да, вот стрессоустойчивости. И, например, если приходит кто-то, кто занимает, кто в процессе там инвитро, с одной стороны хочется организм поддержать, с другой стороны, например, да, она уже на огромном количестве гормональных средств, и как бы давать переизбыток разных добавок — это дополнительная нагрузка для печени, для организма, и мы уже не знаем, как они взаимодействуют в принципе, с остальными клетками, да, то есть как бы это вот этот момент очень... Скажеш тому хлопцю, котрий нам тут робив все. Поговоримо. Добре, давай повернемося. Ти починаєш вивчати дієтологію. Розкажи, будь ласка, скільки це взагалі в Штатах займає? Так коротенько по цьому пробіжимося, щоб... Я так розумію, що це процес, як ти вже сказала до цього, не так, що ти вивчився і все. Ну, я тут працюю тепер дієтологом завжди. Ти маєш постійно апдейтити свої знання. Слушай, у меня вообще, вот если договорить именно эту ситуацию, то есть как бы я же ее полностью не закончила. Я сейчас объясню. Потому что, и вообще, как я на нее поступила? В первые 2 года, пока я была здесь, я удаленно сдала экзамены, и я получила бакалавра в Каразине, да, в Украине. И благодаря тому, что это Каразина, да, то есть многие мои предметы, они тут засчитали. То есть, в принципе, мне... як кредити, що да. ти це вже здала. Да, мне такая прям, то есть у меня, в принципе, база была. В общем, мне здесь оставалось... Ты можешь растянуть здесь, то есть не забывай, здесь тебе дают возможность растянуть на 3, 4, там, 5 лет. Вот. У меня, в общем, получалось то ли 3,5, то ли 4 года, я отучилась 2 года. Потом была практика. Это практика, в которой я познакомилась с концептом работы в госпитале. Мне эта идея совсем не понравилась, потому что я первый раз столкнулась с понятием протокола. Да? То есть протоколы, когда я понимаю, что я не могу на самом деле принять решение, которое я считаю правильным, потому что протокол защищает госпиталь от несения ответственности за последствия там, какого-то нехорошего. Да? Якщо щось станеться не так, то ти така, я йшла по протоколу. Сорі, у мене страховка. И госпиталь может это сказать. Да? То есть, и как бы у меня появились такие questions, плюс на тот момент я уже... Так, мы уже поженились? Да, я с мужем уже поженилась, и мы хотели, чтобы у нас была семья. У меня месячные пропали, то есть их до сих пор не было. Я все равно находилась в состоянии стресса, потому что при том, что я училась, я все равно продолжала работать. Вот. И у меня была внематочная беременность, и я в тот момент поняла, что я, в принципе... знаешь, это был такой момент, я прям помню, я сижу, я понимаю, что... Я узнаю, что я беременна, и я понимаю, я прям помню эту мысль, like there's no way I'll stay pregnant. Я понимаю, что я не смогу... Не зможешь выносить дитину. Да, потому что такое прям резкое сознание, что я измотанная. То есть я прям максимально вымотанная, этот организм не может быть в состоянии выносить ребенка. Вот, и то есть, по факту в итоге это была внематочная беременность, но она меня очень сильно тряханула в контексте вот этого вот именно момента, когда я поняла, насколько я себя выматываю. Вот, и я решила взять небольшой брейк, и так, это, получается, было где-то 2013-2014. Потому что в 2014 году мне дали грин-карту, я все это время не могла выехать.
Точно, так. Да, я не могла все это время выехать, потому что я поменяла статус в середине страны. И когда ты меняешь статус, ты не можешь выехать. То есть ты можешь выехать, но ты не Ну, ти въедешь. не в'їзд. Тобто в 10-му році ти поїхала з України, і до 14-го ти була тут без можливості побачити рідних, умовно Да, кажучи. и это добавляет огромный стресс. 100%. Я прям так скучала. Я прям до сих пор... Я себя когда тогда вспоминаю, мне так хотелось просто иногда представлять, что я прихожу к себе тогда и себя обнимаю. Потому что мне кажется, что я была, как, знаешь, такая... какая-то, знаешь, как будто такая драная кошка, которую загнали в коробку, и она пыталась чего-то, что-то сделать, что-то придумать, но при этом вот если довести про стресс, да, ты настолько не осознаешь, в каком количестве стресса ты находишься из-за того, что ты, во-первых, не дома, тут совершенно другая природа, тут совершенно другой менталитет. Люди тебя полностью не понимают. Причем говорят, что их шутки мы тоже не понимаем. Ну, то есть, как бы, и то есть это настолько сложно переезжать в страну, даже при том, что люди здесь очень добрые, да, переезжать сюда, где, ну, это просто, это другой менталитет совершенно, при этом пытаться чего-то добиться, не показывать родным, насколько тебе сложно, потому что ты не хочешь, чтобы им было плохо из-за этого. И то есть вот это состояние, оно очень такое выматывающее и напряженное. Вот, ну вот мне дают грин-карту, и я в марте месяце, господи, это был просто капец. Я приезжаю в Славянск в 2014 году. И через неделю, после того, как я туда приехала, перекрывают город, и вот у нас вот эти вот... І починається війна. Да. Це піздець. Да. Я такая, я просто помню... Така, ну, а тепер ти знаєш, що таке ще більше стресу. Да, но мне было легче, я была рядом с мамой, с папой, вот это, я настолько на самом деле там расслабилась, даже, ну, как бы это звучит ужасно, но... Ти знаєш, всі українці, вони трошки куку. Особливо реально з початком і повномасштабного вторгнення, тож спочатку ж на заході країни не було, і все одно там в центральній частині України не так це сприймалося. Але зараз вся Україна в цьому, і люди не розуміють, що ви, дебіли, їдете додому, і вам там окей, коли можна, типу, виїхати. А діти реально, люди реально вдома відчувають себе, тому що це дом. Да, це это дом, это прям вот эти тропиночки, это прям вот это дерево, это прям вот это здание, да, это твой дом, это даже вот, да, 14 лет я здесь, но я почти каждый год возвращалась в Украину, потому что мне это надо было. Я после этого человеком себя чувствовать начинала. Вот, и я просто помню, я приехала, и я иду такая с племянником, у нас, ну, город-то небольшой, 250 тысяч человек населения. Я иду, у нас такая площадь относительно небольшая, с племянником, которому на тот момент было, получается, где-то 7-8 лет или 9. И мы переходим площадь, идем в кинотеатр. Тут смотрю, люди начинают бегать. И моя мама, она учителем в школе работала. И звонит мама, я беру, значит, трубку. Мама в трубку просто орёт, говорит, ты где? А в школу уже сразу дают. Ну да, так, да. распорядком. Я говорю, я с Валерой иду в кинотеатр. Убегаю, я говорю, ты где, типа, так, уходи там, она быстро вот это вот здание, значит, уходи. И я поднимаю, я прям помню, я поднимаю вверх голову, и там дым начинает подниматься, и потом, то есть я такая беру Валеру спокойно, знаешь, за руку, говорю, Валерочка, сегодня мы не пойдем с тобой в кинотеатр, нам надо, значит, вот туда пойти. И я помню, я иду такая, и тут начинают эти танки, машины ехать, но на самом деле в тот момент это казалось чем-то вообще... Типу, наче фільм почали да, знімати, вот серьезно, да, такой смотришь, думаешь, ну да, ну, наверное, это плохо. Ну, то есть, как это, я даже не знаю, как это объяснить. Ты понимаешь, что этого быть здесь не должно, но какой-то прям такой, что тебя сейчас там пристрелят, тоже этого состояния нету. Но... И потом, получается, следующие 2 недели, потому что город перекрыли, я не могла ни выехать, ни въехать, начали строить эти разные баррикады какие-то, вот эти из мешков. Вот. И потом открывается железная дорога, серьезно, прям на 1 день, и я выезжаю. Я выезжаю в Киев, у меня Фрэнк вообще был в состоянии шока. Я уявляю, він тут, а? Да. Вот, я выезжаю, и я вылетаю, получается, дня через 2, потом я уже,
И что вообще происходит? То есть это в тот момент, когда я испытала чувство стресса, живя здесь, потому что вот ближе же к лету началось, когда перекрыли город, и у меня не было связи с родителями там 2-3 недели. Они жили в подвале, а нас там бомбы во двор попадали. То есть как бы я помню, это просто... То есть люди через то, что проходят, причем это не то, что я права, не права, но мне порой кажется, что когда ты живешь здесь, я просто с родными, когда сейчас разговариваю в Украине, живя здесь, ты настолько часто находишь себя в тотальном состоянии стресса, потому что ты не знаешь, там, ты сможешь с ними завтра поговорить, ты не знаешь, что с ними происходит, да, и ты при этом ничего сделать не можешь. Ну, кроме что деньги отправить, ти нічого сделать не можеш. Да? Але навіть це не вирішує, місто не відкриють через це. Ну, це то, що всі відчули вже і 24 лютого. Скільки б тебе грошей не було, ну, типу, якщо всі дороги стоять, і ну, на потяг тебе персонального немає, ну, ти нічого не зробиш. Да. То есть получается вот этот вот момент, и вот это вот состояние стресса постоянно, что что-то случится, и не знаю, там кто-то будет, кто-то не будет. Вот. И вот потом я сюда, получается, прилетела, и я поняла, что... Я не помню прям какие-то такие основные моменты. Мне кажется, что... Я помню, что я все равно... Я устроилась на работу в стартап. Я тебя тоже очень сильно поздравляю. Я прям бачу, як ти мене совітаєш. Но мне было очень сложно. Ну, то есть мне, с одной стороны, очень-очень нравилось, это было безумно интересно, было куча каких-то интересных идей. И, во-первых, я не знаю, как у тебя коллектив, у меня все были там, типа... Ну, мне было там... Получается, господи, ну, я сама стара. Мені 33, я сама стара в цьому мне стартапі. было 24-25, там были 23, 22, 25, 22, все молодые. И ты постоянно работаешь. То есть ты постоянно находишься в 24/7. Ты еще сейчас с ребенком, я не представляю, как можно работать. У мене класний чоловік просто. Він мене бекапить у всьому. Капец, я просто нет, это очень сложно, поэтому просто даже вот тебе такое напоминание, что стартап — это не такой бизнес, который уже установленный, в котором есть какая-то там, знаешь, структура. Да, так. Да, ты все равно постоянно, то есть с одной стороны за идею. Вот, но я, конечно, то есть я к чему говорю, что я опять выбрала заняться тем, что по факту меня еще и параллельно выматывало, да, и потом Фрэнк просто мне сказал, говорит, слушай, говорит, давай заканчивай с этим всем, потому что, ну, я просыпалась ночью в поту, вот, и там еще отдельная была история, то есть я очень сильно переживала, очень нервничала, не засыпала, не доедала, и я также продолжала спортом заниматься, потому что вот я почему спортом занимаюсь, я даже сейчас для себя знаю, у меня плохая конвертация в допамин. Ну, то есть есть изменения, да, там в геноме, когда ты просто, в принципе, плохо конвертируешь. То есть, а як це дізнатися? Тесты просто делаешь, да? Серьезно? Да. Очень много тестов, которые тебе на это показывают. То есть у меня конвертация в допамин плохая. Это я уже узнала такого буквально 2-3 года назад. И потому что я всегда думала, вот почему, серьезно, люблю шоколад, и для меня спорт — это вообще не про тело. Ну вот то есть для меня спорт никогда не был про тело. Был, может быть, там период 2 месяца, когда я думала, ну да, вроде выглядит хорошо. Но в принципе это всегда про то, как я себя чувствую. То есть я настолько классно себя чувствую после спорта. У меня энергия, у меня там вдохновение, идеи появляются. Я вообще очень хорошая, добрая, спокойная мама и жена, да, то есть, ну, как бы... Но есть небольшая проблема. Если спорт становится большой частью зависимости, да, то в тот момент, когда его нету, ты не знаешь, что делать. То есть ты не умеешь по-другому работать со стрессом. Це типу твій наркотик. Это мой наркотик, или, например, да, там кто-то уходит в алкоголь, да, там кто-то в какие-то наркотики, еще во что-нибудь уходит. То есть у каждого разное, но по факту есть вот что-то, к чему человек привязывается, когда ему очень сложно и много стресса. Сейчас у меня такого нету, потому что как бы я уже знаю другие способы, при помощи которых я могу работать со своим уровнем стресса, да, но тогда я их просто не знала. Это была моя возможность себя вымотать до такого состояния, чтобы я была настолько уставшая, что мне уже все, мне нормально, мне в принципе хорошо. Вот. И, значит, он сказал, давай хватит,
а я не умею отдыхать. Хватит, значит, давай найдем. Значит, моя подруга, которая из Украины, Мила, она говорит: Настя, иди-ка ты в Бауман колледж. Тут есть колледж в Holistic Nutrition, да, он в Беркли находится. И я там проучилась и получила сертификат 2 года. Офигенная программа. Вот просто, вот я даже, потому что я даже могу сравнить ее с диетологией. Почему она настолько классная? То есть там учишься каждые 3 месяца, да, ты разбираешь совершенно разные темы. Ты каждые 3 месяца, там, например, там, раковые заболевания, да, сердечно-сосудистые, аутоиммунные заболевания. И потом у тебя месяц на то, чтобы ты со своим руководителем закончила прикладную нутрициологию. Это значит, что ты набираешь 3-4 клиента, с которыми ты работаешь именно по вот этой вот теме. И да, руководитель как бы дает тебе фидбэк. То есть в тот момент, когда там вот подходит клиент, я не знаю, вроде теорию знаю, но я вообще не понимаю, что с ней делать. Да. И руководитель, ну, очень круто помогает с этим справиться. Поэтому к моменту, когда я оттуда вышла, я не говорю, что я далеко не все знала, но я была подготовлена, я понимала, что если ко мне придет клиент, и я сейчас с чем-то не разберусь, я в итоге разберусь. Ну, то есть вот это вот было очень мощно. А потом я выбрала специализацию, да, то есть hormones, fertility, вот это вот именно женское здоровье. И самое в этом всем интересное было, что где-то через год, и вообще, в принципе, пока я там училась, я начинала это все на себе прикладывать. Там, то есть как бы ты не можешь это не прикладывать, это настолько другой уровень программы. Там такие профессора были, это, ну, то есть это вообще, это было очень круто. То есть я до сих пор благодарна. Я каждый день, когда туда приезжала, ну, 3 раза в неделю я туда приезжала, я как будто в какой-то, я не знаю, какой-то ретрит приезжала. Там подача информации была очень классная, там были очень интересные люди. То есть, например, некоторые... У нас несколько уроков вели профессора, которые там сейчас на подкастах, у них по 1 миллиону слушателей. Ничего себе. Да, это... Ну, то есть ти такой сидиш, думаєш, вау! Ну і ти знайшла своє, ти знайшла то, що тобі, по-перше, у тебе були питання до себе, запити, так? Правильно ж я розумію? Да. Типу, що робити в першу чергу з собою? Да. І чого ці, гребані 1200 калорій, як не працювати по протоколу. Тому це тобі цікаво. І, по-друге, дійсно, тут дійсно... Ти куди, що в ком'юніті коледж ти приходиш, що в якийсь клас, університет, люди інакше викладають у тебе, ну, типу, горять очі. Ну, ти ж можеш порівняти з тим, як тобі викладали в Україні. Да. Слушай, у нас даже, знаешь, здесь первое, с чем сталкиваешься, если сравнивать с обучением в Украине, вот у меня такой яркий пример был, я прям помню, я когда училась в Каразино, у меня, это такой жестокий пример, но это прям было, как насколько у нас было строго. Мне звонит мама, моя сестра умерла. И я сижу у себя, я сижу на паре, у меня просто брейкдаун. Ну, то есть у меня тотальный брейкдаун. И я просто под партой сижу, я понимаю, я вообще разговаривать не могу, ничего не могу. А у нас был очень строгий болонская система, очень строгая была. И в этот момент просто что произошло? У меня были наушники в ухе, и одни наушники были у моей подруги, и она услышала. И то есть она потом просто смогла преподавателю объяснить, почему мне надо уйти из класса и поехать домой. Это в Украине? Да. И мой преподаватель, я уехала, получается, на 4 дня, потому что я параллельно понимала, что меня, в принципе, на дольше не отпустят, мне будет просто, извиняюсь, жопа с образованием, они настолько были строгие. И когда я вернулась обратно, у меня стояли энки, и это не добирало, то есть там было очень строго вместе. Так, ты можешь. Вот здесь они даже... Так, ребята, значит, мы учим наших клиентов тому, как стресс негативно влияет на работу организма. Поэтому, если вам что-то непонятно или во время экзамена вы почувствуете... То есть я просто помню, я сидела такая, думаю, в смысле, серьезно? То есть как бы вот это сравнение того, что они действительно помогали мне и всем остальным не слишком сильно
стрессовать по этому поводу, они поддерживали здесь. То есть, как бы, если в этом плане сравнить, был... Ти не говорила, тобто, якщо ти відчуваєш стрес на екзамен, то що ти можеш зробити? Сказати, сорі, у мене стрес, я піду завтра здам? Нет, они просто говорят, ну, ты можешь взять просто подольше посидеть. Тобто в тебе немає цього ліміту. Да, Це не переживайте. абсолютно інакше Да. підхід 100%. Да, если ты чувствуешь, что ты не можешь, например, если ты не можешь сейчас сконцентрироваться, что в принципе происходит. Когда мы стрессуем, у нас не только кортизол поднимается, а и адреналин. А адреналин — это neurotransmitter, то есть он напрямую связан с работой головного мозга. Вот это ощущение, которое ты испытываешь, когда ты, например, сидишься, знаешь, такая, вроде как бы читаешь. Я помню, когда война началась, первые 2 недели ты такой, ну, в постоянном состоянии, как будто мозг, он куда-то в разные стороны бегает. Это не в книгу вижу фигу. Да, это не кортизол, это адреналин. И то есть вот этот адреналин, он как бы нейронные связи, он между собой немножко, like they are getting a little quieter, то есть сигнал, например, доходит, но его нет. Недостатньо, він такий типу дуже слабенький. Да, при when they like, I'm thinking how do I explain that? Ну, в общем, это neurotransmitter, да, и то есть, если ты это понимаешь, то иногда, приходя на экзамен, ты, в принципе, можешь быть замечательным студентом, но ты вдруг настолько напереживался, настрессовал, что ты садишься, и ты понимаешь, что ты ответ знаешь, но ты ничего сказать не можешь. И вот здесь они тебе дают, ну, по крайней мере, где я стала, они дают тебе возможность там посидеть, подышать. Они тебе могут травяной чай дать. У них специально стояли травяные чаи, которые тебя могут успокоить, если ты находишься в состоянии стресса. Да. Вот. Пока я там училась, я это все на себе применяла, и у меня восстановились месячные. И потом я забеременела. Я была в таком шоке. Я была напуганная, потому что... Ну вот, кстати, эта беременность была с самого начала другой в том контексте, что я прям чувствовала, что я здоровая. То есть женщина знает, когда она здоровая, женщина знает, когда она полна энергии, ты это чувствуешь, потому что мы точно так же знаем, когда в нас этой энергии нету, в нас этого ресурса нету. Але ми просто не звикли відслідковувати, коли воно є. Ми частіше фокусуємося на тому, коли його вже нема. Наприклад. Ну, не знаю, у тебе нема, ти молодець. В сенсі такої думки. Ну, типу, я ніколи рідко замислююсь про те, типу, як я себе зараз відчуваю. Я можу про це замислюватися тільки, якщо бляха, серце були, там, я не знаю, почка відмовляє, якісь такі штуки. А подумати з точки зору, як себе там зараз наповнити, як стати здоровішою, нема часу. Такі, треба шити. Ну, той стан стресу і того, що ти кажеш, ну, типу, от у мене зараз таке, ну, типу, немає часу думати. Треба, я взяв, поїм шоколадку ввечері, себе пожалію за півніжком, і буде топ. А то, що, типу, я на 10 кілограмів більше, і коли я проходжу повз зеркало, знаєш, ти робиш отак. І побігли. Тому що ні, все дуже погано. Але такі, ну, в сенсі, оці ваші 1200 не працює, і ніяких інших варіантів немає, що з цим розбиратися. От у мене це якось так. Слухай, розкажи мені, будь ласка, чому не працюють всі ці дієти? От, не знаю, кефірна дієта. Ну, я розумію, що не працює кефірна дієта, але я приходила через кефір, через кето, через якісь, не знаю, яблуки, рахувати 1200 калорій. Ну, про 1200 ми вже поговорили, але от в цілому, чого, знаєш, от не всі багато людей продають оці марафони похудейки, 21 день, і ти будеш суперструнка, ми будемо на тій дієті сидіти, на цій, але в результаті це не працює. Почему? Слушай, на самом деле такой комплексный вопрос. Во-первых, все, что ты перечислила, да, по факту я это могу привязать и к кето-диете, и к paleo-diet, и pretty much к любой диете. Это то, как человек, в принципе, пытается хоть что-то убрать из своего питания, чтобы похудеть, да. То есть мало кто, в принципе, хочет делать, там, заниматься сбалансированным питанием. Они думают, вот, что если я там уберу, допустим, глютен или молочное, ну, любую, да, там, посижу на гречке, да, то что-то волшебное случится, и я похудею, и вообще потом останусь худым. По факту, в общем, что происходит? Несколько моментов. Первое, ты в общей сложности чаще всего понижаешь свой колораж, да, соответственно, ты худеешь в моменте, но нужно понимать, например, вот если ты даже взяла пример, мне дала марафона, человек супер смотивирован, он на следующие 2-3 недели, он и спортом занимается, он там кушать готовит, то есть как бы у него мотивация растет, и он
И вот это ощущение, чем меньше я ем, тем лучше. Так. Да, Вот ну это то есть чисто как бы, я. я вообще молодец сейчас, да. Но факт в том, что в какой-то момент, во-первых, чувство голода возвращается, во-вторых, может что-то случиться эмоционально, и ты такой, знаешь, да не хочу я этим всем заниматься. То есть по факту ты все равно в итоге вылетаешь, да, ты вылетаешь из этого марафона, и, возможно, ты слишком мало кушал, поэтому по факту в итоге у тебя становится очень, то, что называется на английском, efficient metabolism, то есть метаболизм эффективен, он начинает выживать на маленьком количестве калорий. Ему больше, в принципе, не надо. Еще такой важный момент, что когда мы убираем разные продукты питания, большинство людей не понимают, чем их заменить. И чаще всего рацион становится скудный. Когда рацион становится скудный, наш организм начинает, давай так назовем это, голодать за нутриентами. То есть он не голодает за там, то есть как бы смотри, тоже такой пример, вот мы живем в Америке, да, тут очень много людей, которые супер полные, едят очень много еды, но они голодные. Они голодные не только с точки зрения инсулина, глюкозы и всего остального. Они голодны, потому что продукты, которые они употребляют, содержат очень маленькое количество витаминов, минералов, и организм их не получает. И поэтому он хочет там витамины группы В, он хочет витамины группы, витамин С, то есть как бы разные группы витаминов, которые ему не додаются. Примеры диет, которые ты мне дала, то же самое. Что-то убирается, обычно не заменяется, и в итоге организму там железа не хватает, да, там не хватает фолиевой кислоты, то есть чего-то не хватает, и у тебя начинаются интересные cravings, да, то есть cravings во время беременности чаще всего связаны с тем, что не хватает каких-то нутриентов, и организм пытается это как-то заместить другими продуктами. Он находит продукты, в которых это находится. Ну, как бы наш организм на самом деле супер умный. И вот эти вот там типа селедка, вот это вот все, да, может омега-3 не хватает, да, может белка не доедает, да, то есть как бы может быть витамины группы В не доедает. То есть чего-то не хватает организму, а он хочет это получить, і він буде... Тобто, правильно розумієш, я, до речі, в мене не було ніяких припадків, коли була вагітна, мені теж не було. нічого не було. Значить, в той момент Неправда, я була у меня молодець. шуба была. У меня шуба. Блін, я не їм шубу, я ніколи в житті не їла шубу. Господи, и это вообще трэш какой-то был. Я прям ездила в магазин, покупала себе шубу, но я выедала вот эту вот часть, именно селедку, майонез и картошечку. Вот прям я ніколи в житті, до речі, не їла шубу. У мене така фішка, що я не їм то, що мені не подобається, як воно виглядає. І мені... А чим тебе шуба не нравиться? Ну, мені оце поєднання бурячка з мазиком зверху, мені воно естетично не подобається. Ні, не знаю. А що тобі ще не нравиться? Так, шубу я ніколи не їла. Що ще? Я зараз швидко так не згадаю, але шуба — це те, що я ніколи в житті не пробувала. Даже не пробувала? Даже не інтересно? Ні. Вкусно. Я не сумніваюся, тому що по окремості я всі ці продукти, в принципі, можу їсти. У мене є там проблеми з буряком, іноді я можу зробити якесь там супертоненьке таке карпаччо чи щось таке з буряка, але мені з ним от складно. В борщі можу з'їсти буряк. Але от коли воно все разом, я така, ні. Мімозу не їла теж. Мені теж. Коротше, у мене є такий прикол, що якщо мені не подобається, як воно виглядає, я не буду їсти. Хоча, дивно, знаєш, устриці виглядають дуже неприкольно, але устриці я їм. Коротше, якась тут лавка. Може, якийсь пунктик, стоїть. Да. Правильно я розумію, ти кажеш, що коли ми починаємо виключати якісь продукти, окрім того, що у нас з'являється потім якась жага до чогось особливого, того, що нам не вистачає. Ти кажеш, що організм звикає працювати на меншій кількості калорій. Так. Тобто, якщо я потім навіть починаю їсти, якийсь період часу я їм дуже сильно себе обмежую, а потім я починаю їсти трошечки більше, то воно мені все потім піде в плюс, тому що я навчила цим стресом свій організм виживати на меншому, а все, що більше вже буде відкладатися в жир, чи так це не працює? Смотри, просто давай здесь несколько моментов. Во-первых, это то, о чем многие знают сейчас, то, о чем многие говорят, но, в принципе, давай сразу затронем тему того, что ты никогда супер много жира не теряешь быстро и никогда его быстро не набираешь. Да. Да, то есть когда ты садишься на любую диету, ты теряешь жидкость.
Ну, то есть, когда ты начинаешь видеть вот эти там минус 2-3 килограмма в течение там 1,5 недели, это не жир, это жидкость, это уходит отечность. Жир так быстро не Так. разбивается. Точно так же он так быстро не набирается. То есть тоже нужно понимать, отечность просто возвращается. Твой метаболизм начинает адаптироваться к тому количеству калорий, которые ты съедаешь, но ты на фоне этого еще получаешь несколько других моментов. То есть, например, если там длительное время, а длительное время для каждого организма совершенно разное. Для кого-то это может быть 2 недели, для кого-то 3 месяца, для кого-то полгода, для кого-то несколько дней. То есть вот этот момент времени, он совершенно разный для каждого человека. То есть когда ты в периоде какого-то времени понижаешь себе количество калорий, что начинает происходить? У тебя с точки зрения физиологии начинает отходить кровь от твоего кишечника, да, она больше приливает к твоему сердцу, потому что здесь больше про то, чтобы самые главные органы в организме функционировали оптимально. То есть как бы начинается что? Начинается впоследствии, не в процессе, а впоследствии начинаются проблемы такие, как вздутие. Почему? Потому что нутриенты, которые направлялись для того, чтобы восстанавливать стенки кишечника, они туда больше не идут. И там через неделю-две человек начинает испытывать там газообразование, вздутие, еще какие-то проблемы. Точно так же, например, у кого-то сбивается месячный цикл. Почему? Потому что когда у тебя недостаточное количество калорий, организм вообще не думает о моменте овуляции, потому как, какая сейчас овуляция, если она треба не... інакше вже зберігти. Не доедать. Причем тут тоже кое-что интересное. То, что я видела в практике, это когда, например, месячный цикл в принципе регулярный, даже при том, что она не принимает противозачаточные средства, но овуляции нету. То есть как бы здесь тоже такой момент, который ты не всегда можешь отследить, особенно если ты не понимаешь, зачем следить, то есть как овуляция в принципе у тебя в организме выглядит, там выделение, боли или что-то еще. Вот, то есть тоже такой важный момент. А що ти думаєш з приводу інтервального голодування, як це буде українською забула? Тому що деякі кажуть, от я буду там сидіти на 20/4 умовно, там 20 не їм, 4 їм, але от це вікно 4 години буду їсти все, що завгодно, і буду класно худнути. Або там, навіть якщо притримуватися гарного харчування, що ти взагалі думаєш про це інтервальне голодування? Тому що воно зараз теж, здається, може зараз вже не так, але останні там рік тому вже було ще супер популярна історія. Это тоже любое питание, это все супер индивидуально. Почему оно теряет свою популярность? Потому что мы сейчас доказали, что, например, если это, мы говорим о женщинах, да, и у тебя здоровый гормональный фон, ты не в менопаузе, интервальное голодание, в принципе, не подходит. Почему? Потому что он стрессово влияет на женский организм, который находится в периоде деторождаемости. То есть, например, когда у тебя уже менопауза, да, там, например, какой-то период переменопаузы, периодически делать интервальное голодание, в принципе, достаточно хорошо, доступно и хороший вариант. Точно так же, почему интервальное голодание чаще подходит мужчинам. Их гормональный фон ни в коем случае не зависит. Да, боже, мене Слава так класно худнув на цьому інтервальному, я просто... Да. Жах. Он не подходит, потому что он, в принципе, женщинам деторождаемого возраста он, в принципе, не подходит, и мы это доказали, и сейчас поэтому он теряет свои какие-то обороты. Плюс следующий момент. Большинство людей, на самом деле, делают его неправильно. По факту интервальное голодание лучше всего делать, когда ты пропускаешь ужин, а не завтрак. Завтрак удобно очень для маркетинга. Почему? Потому что тебе продают это bulletproof coffee, да, то есть этот кофе там с маслом. Тебе продают еще какие-нибудь там вот эти fat bombs, то есть как бы чтобы у тебя там выравнивалась и концентрация. И в принципе на интервальном голодании, по идее, тебе легче пропустить завтрак, потому что у тебя работа. Так. Да, то есть у тебя работа. А ввечері в тебе соціальні зв'язки, коли ти хочеш там з родиною поїсти. Но если мы с тобой смотрим с точки зрения физиологии, выработки ферментов в желудке и все остальное, да, то есть, в принципе, в утреннее время чаще всего ты можешь больше усвоить витаминов, минералов и переварить белки, жиры и углеводы, а в вечернее время организм потихоньку начинает как бы расслабляться, уже не такая высокая выработка ферментов. Опять, супер индивидуально. Если кто-то там скажет, мне там завтрак не лезет, да, я всегда спрошу, во сколько ты ужинаешь. А еще лучше, во сколько ты перекусываешь после ужина, потому что вот я чаще всего вижу там 99% случаев, когда
а человек просто поздно ест, поэтому ему не хочется Ну, завтракать. бо вони ще не переварилися. Да. А чи є все ж таки люди, котрі дійсно не можуть їсти сніданок на фізіологічному рівні? Чи... Не, ну по-любому такие есть. То есть Мгм. есть такие люди, да, например, которые утром рано встают, им нужно время для того, чтобы раскачаться. Есть, например, люди, которые, они немножко полнее, да, Мгм. и они обычно, то есть у них, в принципе, более замедленные процессы в организме, они не так эффективно переваривают продукты, и, ну, то есть выработка ферментов не на таком уровне. Им нужно там, их оптимальное время приема пищи — это больше вот после обеда. То есть Мгм. обед в 12:30 там, до 2:30 примерно. Мгм. Мгм. Да. А, Но это мало. Я розумію. Ну, до мене, знаєш, мама просто все життя каже: я не можу снідати, мене прям типу нудить. Вона каже, мене прям типу нудить, я не можу снідати. Але зараз, слухаючи, що ти кажеш, у неї достатньо часу, така плотна вечеря, і тому зрозуміло, чого вона не може снідати, тому що вона сильно багато їсть на вечерю, і воно і пізно, і воно не встигає в неї переробитися. Звучить логічно. Скажи мені, будь ласка, правильно я розумію, що от знову повернутися до марафонів, чому я їх так про них говорю, тому що я бачу, що мені зараз, знаєш, мені в Інстаграмі підкидає дві реклами. По-перше, я нічого такого не гуглила, але, напевно, через те, що в мене якась там, типу, просто про харчування є запити, і так працює реклама. Значить, Інстаграм мені рекомендує зараз, як цей препарат називається? Оземпік, да, GLP-1, Activating Це Peptide. просто Да. жесть. У мене в якийсь місяць було, що я постійно навіть клацала, типу, репорт. А, слушай, Я смотри, как ніколи в интересно. житті цього не гуглила. Ніколи. А я гуглю, і у мене ніколи не випадає. Типу, перша, а друга, це мені постійно приходять якісь марафони. 21 день, і ти там будеш суперстронга. І сьогодні, до речі, я побачила в одному з чатів, на котрий я підписана, але не з точки зору похудайки, там, типу, класні зарядки зранку вони дають, котрі мені подобаються 20 хвилин для себе, ти собі робиш. І наче дівчата пишуть, що от, там, типу, дякую, ла-ла-ла, пройшло 4 дні, я вже мінус 3 кілограми, яке щастя. Слухаючи тебе і розуміючи вже свій якийсь шлях там з мільйоном дієт, я розумію, що це дійсно рідина, котра там туди-сюди гуляє. Як зрозуміти, коли в тебе починається плавитися жир? І як зрозуміти, що ти знаходишся в безпечному полі зниження ваги, а не там, типу, якщо ти думаєш, не знаю, 4 кілограми або 2-3 на тиждень – це клас, або не клас, якщо це типу дійсно якесь здорове смотри, похудання. например, в Америке с точки зрения, да, там именно числа мы считаем, что потеря 1,5 паунда, то есть это 750 грамм в неделю, это вот адекватный такой момент. Це після того, коли ти жидкість, рідину втратив? В общем. Хотя все равно в первый, вот, например, пример вот этого марафона, который ты сказала, в контексте, там у них питание тоже или только спорт? Так, у них спорт і харчування теж. Але там, до речі, все виглядає досить нормально. Вони не рахують там калорій, просто намагаються збалансувати тарілку. Просто ты мне говоришь, например, в первое время ты все равно будешь терять больше, потому что если ты при помощи движения разгоняешь себе лимфу, ты все равно, в принципе, будешь эту жидкость начинать терять. И вот этот вот пример, кстати, мне на самом деле очень нравится то, что ты сказала. Почему? Потому что многие люди думают, что, например, нужно там заниматься по часу в день спортом или вот что-либо такое. Это совершенно неправда. Спорт — это дополнение к твоему лайфстайлу, да, то есть если он как-то не подходит в контексте времени, ты стараешься найти варианты, в которых спорт — это больше про там, 15-20 минут, и пусть, может, не самая интенсивная нагрузка. Более того, скажу, например, вот спорт в контексте интенсивности — это luxury, потому что занятие спортом — это catabolic эффект, то есть он разбивает мышечную ткань. Если ты постоянно на стрессе, если ты не доедаешь, если ты переедаешь, да, то есть, как бы, например, взять в общем, это дополнительный стресс, и ты, в принципе, не поддерживаешь работу функции собственного организма. Теперь смотри, если мы с тобой возьмем вот именно как понять, да, там, ну, нормально ты или нет,
Больше здесь вопрос будет к тому, как ты себя чувствуешь, да, какой у тебя уровень энергии. Это будет первое, да, если у тебя там около 3-4 часов дня, знаешь, такой slump of energy, то есть у Ну, тебя... я зараз готова піти поспати, якщо чесно. Ти про це Ну, кажеш, ты, да? наверное, не досыпаешь. Ты понимаешь, что мене. видишь, тоже это комплексно, но вот да, это все равно такой показатель. Например, чувствуешь ли ты, что тебе после еды хочется перекусить? Чувствуешь ли ты, что тебе в конце дня хочется перекусить? Вот я тебе пример дам. В большинстве случаев, когда ты налаживаешь там приемы пищи, тебе не хочется уже перекусывать, да, там после ужина, потому что ты, в принципе, нормально поел в течение дня, и как бы все хорошо, все замечательно. Потом по-любому нужно следить за температурой тела. Ну, то есть, если ты действительно хочешь там заморачиваться, например, у меня есть здесь в Америке, да, у меня есть Oura Ring, да, Oura Да. Ring, вот это вот кольцо, оно следит за качеством твоим сна. От я все думаю, купить чи не купити. Замечательная вещь, честно. А мне, например, ну, как бы... Apple Watch в моєму випадку не працює, бо я не можу спати з годинником. Вот, во-первых, с ним сложно спать, во-вторых, он отвлекает. Ну, то есть, как бы, это не самый оптимальный вариант. В-третьих, нету, знаешь, там, пока не доказано, что не вредно, в них есть, ты не можешь выключить в нем Bluetooth, да, то есть как бы, а в Oura Ring ты его можешь выключить, то есть он, в принципе, убрал многие факторы, о которых люди беспокоятся, и он очень комфортный, ты его, в принципе, не чувствуешь, и очень хорошо дату передает. Мне еще больше всего в нем функция нравится. Он говорит тебе, когда надо замедлиться. То есть для меня это прям конкретный фидбэк. Мне очень нужно, чтобы мне сказали: ляг, полежи. Потому что пока мне, ну вот прям в числах не покажут, почему мне надо лежать, я буду продолжать делать. О, цікаво. Да, он, например, говорит: today is your recovery. Because like, потому что, например, ты поела поздно. It's not a best day for you to work out today. Потому что у тебя был плохой сон, то есть у тебя ночью был плохой сон, поэтому сегодня тебе нужно не спортом заниматься, а, например, поспать добавить, да, и ты, например, я просто с собой, вот у меня клиенты, которые покупали, мы прям с ними все вместе экспериментировали, ну, как бы в разное время, ты его слушаешь, ты действительно себя хорошо чувствовать начинаешь, то есть, например, у тебя там это сложно, но мне сложно, например, когда у меня запланировано упражнение, там, exercise, я понимаю, что у меня либо я сейчас позанимаюсь, либо я уже вообще никогда, ну, не позанимаюсь там следующие 2 дня. И вот он мне говорит: не занимайся. И это так сложно просто взять, не заниматься, и там, я не знаю, лечь, книжку почитать. А для мене це буде так: уху! Я піду куплю сьогодні. Нет, а почему ты будешь радоваться? Ну, представь, у тебя час, да, вот у тебя час, у тебя следующие 2 дня, ты понимаешь, что времени нету пойти позаниматься. У мене спорт не є зараз тим, що є моєю рутиною. Я от людина, котра ведеться на ці марафончики, котра думає, що колись, нарешті, після марафону, це стане моєю рутиною. Єдина рутина, котра довго в моєму житті була, це коли ми готувалися до півмарафону бігти зі Славою. І там, ну, типу, по-перше, ми це робили вдвох, це дуже велика роль. Підтримка. Так, тому що тут навіть з подружкою так не працює. Коли ви в сім'ї двох це робите, у вас вже міняється лайфстайл, і це вже інакше, і це сильно легше робити. Ну, от ми готувалися 2-3 місяці, ми відбігали, ми зробили півмарафон, і потім мені за цей рік не бігала. Ну, типу, отак от у мене це відбувається, знаєш, мені треба достигаторства, а потім я така, ну, все. У тебя типа как черно-белое мишлення, да? Ну, ми це про це казали на початку. Мені дуже важко це сіре знайти. До речі, що ти порадиш людям, котрі такі чорно-білі, от вони приходять до тебе на консультацію, а ти їм кажеш: так, дивись, калорії ми рахувати не будемо, значить, виключати продукти не будемо, тільки якщо вони, ну, типу, ти їх не переносиш. Зараз будемо вчитися з тобою їсти хорошо, вкусно, і типу, ти будеш здоровим. І людина така, як я, наприклад, да, котра, ну, в сенсі. Тут мені сказали, курочку з гречкою їсти, і тільки тоді буде результат. В сенсі я можу зараз все поїсти. Були в тебе такі клієнти? Як ти з ними працюєш? Ну, бывает, конечно, иногда. Ну, например, бывают клиенты, которые приходят и в какой-то момент они говорят: так, четко распиши мне полностью, что мне и сколько надо есть.
Я периодически такое делаю, я понимаю, что им так комфортнее, но в итоге мы все равно с ними приходим к тому, что окей, давай сейчас с тобой, поучимся, сколько там унций чего есть, да, но в итоге мы все равно возвращаемся к тому, чтобы как это есть более спокойно и как бы планировать день в соответствии, как бы не еду, как бы не на еде концентрироваться, а еду подбирать в принципе под твой день, пытаясь сформулировать именно ответ на твой вопрос. Блін, ти для мене зараз тільки що відкрила, типу, вау, я ніколи не думала про те, що їжу треба підібрати під свій день. Але це звучить супер розумно. Ну, тому що якщо в тебе воркаут, в тебе буде трошки інакше. Ну смотри, давай візьмемо з тобою завтрак. Типу, ні, я на тиждень вперед придумаю, що я буду їсти. І це, це реально неправильно. Да, давай візьмемо сніданок. Ну, смотри. Ні, я з тобою згодна, і в цьому є типу логіка, але я ніколи не думала в цьому ключі. І я думаю, знаєш, що більшість жінок, коли готують їжу, особливо якщо немає ніякої допомоги, ти там в неділю став і на 3 дні готуєш. Ну, ти не думаєш про те, який в тебе буде день. Да, тоже нормально. Смотри, давай візьмемо з тобою на 3 дні вперед, плануєш. Окей. Хочеш, я тобі розкажу, що ми приготували на 3 дні вперед? Окей, давай. Слава не їсть сніданки в цілому. Я роблю собі на сніданок або авокадо-тост, складу вже рибку, як ти мене навчила. Або я чия роблю, або просто хліб з рибою їм. Тому що я дуже рано виходжу на роботу, це що я швидко беру. А на обід я зварила на декілька днів борщ. Ми їмо борщ на свинячих ребрах. Я не знаю, це таке можна навіть слово казати. А ребра качественні? Не знаю, смачні. Я не знаю, як поміряти качество. Если ты покупаешь продукты животного происхождения, ты должна быть уверена в их качестве. Ну, там написано USDA, я не знаю. Нічого там не значить USDA. А як поміряти якісно, там, типу, ця... А де ти їх покупала? Ти не хочеш цього знати? Не знаю, або Whole Foods, або Costco. Я не знаю, слушай, ну Costco точно ничего такого хорошего нету. В Whole Foods, например, ну хотя бы... Так, мы сейчас немножко уходим, но все равно это важно понимать. Смотри, по-моему, мы затрагивали эту тему, да, что, в принципе, все, что ты ешь, оно задержится в жировой прослойке организма. Да. То есть ти береш зараз свинячі ребра і її, я не знаю, годували якоюсь там, не знаю, якимись антибіотиками, і какой-нибудь там, то есть, как бы, какой-нибудь сої генетично модифицированной. Але, до речі, може, вони не свинячі. Але не суть, продовжуй. Ну окей, любые ребрышки, да, и, допустим, там, ну, это действительно правда, то есть, если мы углубимся в концепт того, как выращивать еду, да, то есть там вода, например, она не фильтрованная. Что такое нефильтрованная вода? Там куча всяких медикаментов, которые, ну, то есть мы же все вписываем в туалет, да, если она не фильтруется полностью, полноценно, она поступает в организм. То есть это все просто потом задержится именно в этой жировой прослойке животного. И эти животные, они часто мало двигаются, и, соответственно, их еще подкалывают антибиотиками просто потому, что они могут заболеть, да, то есть есть такие моменты. И вот ты берешь и на этом варишь борщ. Да, дуже ну, смачно. Вообще трэш. Я просто... Нет, вот настолько надо понимать, что ты, да, это такое чувствительное создание с точки зрения гормонального фона и твоей физиологии. Да. И взять, и опять это, да, это про то, что какое качество, что ты в себя закладываешь и зачем, да, то есть зачем тебе это, то есть я понимаю, что, например, мы привыкаем в одном и том же месте покупать продукты, что мы привыкаем к определенной ценовой категории, но, например, это все можно иногда хотя бы там раз в месяц сесть и пересмотреть, взять те же самые, если кто-то там в Америке, взять те же самые списки продуктов, которые тестируются на наличие пестицидов, гербицидов и всего остального, и посмотреть, там, какие можно покупать органические, какие можно покупать неорганические. То есть бюджет можно все равно распределить. Но если мы говорим о каких-то жирных частях животного, яйца, молоке, качество должно быть priority, да, это приоритетом, да, то есть это должен быть твой приоритет. И, но вот давай борщ, да, то есть, например, на свиных ребрах, так, мне тут, ну, короче, что туда надо добавить с тобой по факту? Нам с тобой нужно туда добавить, если ты ешь его в обеденное время, например, смотри, как бы я спланировала. Утром бы ты не ела тост,
Ты бы ела, например, допустим, это идеальный день, это когда в этот день ты ешь, например, overnight oats или вот chia pudding, что-то такое, да, потом на обед ты берешь, наливаешь эту миску борща, ты должна смотреть, чтобы там было достаточно мяса, да, потому что мы хотим белок. Я понимаю, что, скорее всего, будет много жира за счет именно ребер, а достаточно ли будет у тебя мяса? Мы к этому добавляем с тобой тост. Для того, чтобы у нас был вот этот углевод, надеюсь, как бы тост будет там на закваске в идеале, да, и, например, можем сбоку какой-то салат положить просто в пиалочке, допустим, это может даже быть белокочанная капуста, да, но вот что-то такое. И на ужин можно супер простой какой-нибудь ужин сделать. Если насыщенный прием пищи в обед, да, если ты чувствуешь, что как бы было жирно, сытно и все остальное, на ужин я бы делала уже что-то как чечевичный суп, например, да, красная чечевица это хороший багато белку. Да, это может быть там органический тофу, например, с рисом из цветной капусты и с какими-нибудь овощами, да, то есть как бы облегчаем вот это вот питание. То есть все равно готовится, но например, вот следующий день, что если ты этот борщ будешь есть на ужин? В принципе, тоже хороший вариант. Но тогда ты просто выстраиваешь свое питание в течение дня по-другому. Например, на завтрак, потому как до этого ты съела на ужин тофу, это был растительный прием пищи, на завтрак ты сейчас будешь добавлять яйца. Тобто людина має думати ще, типу, один крок назад, що ти поїв на вечерю, в залежності від цього будувати свій сніданок. Да. Типу, не працює так, сьогодні новий день, все. Нет, просто смотри, мы хотим хорошо себя чувствовать, да? И, например, давай так, сбалансированное хорошее питание, если у тебя, в принципе, здоровый организм. Мы не говорим с тобой о людей, у которых там, например, инсулинорезистентность или что-то такое, на 75% должен состоять из растительных продуктов. Точка. Ну, то есть, опять-таки, мы не говорим о людях, у которых какие-либо проблемы со здоровьем. Если мы понимаем, что, в принципе, все нормально, пример средиземноморской диеты — это одно из самых оптимальных видов питания. То есть рыба, в небольшом количестве мяса, бобы, зелень, вот это вот все, да, то есть это то, как мы делаем. И то, о чем, то есть смотри, если мы взяли с тобой день вот это борщ на обед, да, то, в принципе, у нас так и получается 75% растительной пищи. Кстати, в твой overnight oats можно добавить коллаген, да, или какой-то вид белка, может быть, hemp protein, да, растительный белок, главное, чтобы ты белок доедала. Но так как у тебя было 2 приема пищи в этот день растительных, и один из них был ужин, на следующий день ты на обед кушаешь яйца. Тогда потом не на завтрак, на обед ты делаешь что-то вроде Buddha Bowl. Buddha Bowl — это какой-то вид белка, в данном случае он будет растительный, опять-таки, это могут быть эндомами, это может быть чечевица, это могут быть какие-то другие бобы, которые ты можешь переварить, да. Якийсь фалафель, наприклад, да? Фалафель нет. Фалафель это жирно. Да нет, просто в нем и белка-то маловато. Мне все равно же белок хочется, чтобы у тебя был. Да. Вот, это может быть, например, киноа, какие-то там овощи порезаны, это может быть хумус, да, то есть как-то вот это вот весь бол так собрать себе. Вот, и потом на ужин, соответственно, ты можешь выбрать либо рыбу, то есть как ты там себя чувствуешь и Тобто, правильно я розумію, що давай підсумуємо там людина, котра нас може зараз слухати і почати якось замислюватися про своє здоров'я. По-перше, ми маємо дивитися, що ми купуємо, якість цих продуктів. Правильно я розумію, що якщо ми хочемо купити м'ясо, то ми за ним краще йдемо. Де ти в Америці купуєш м'ясо? Во-первых, есть butcher shops, да, то есть это мясники. Мясники, да. Я когда в Беркли училась, у них такие butcher shops были. Это, то есть они, наверное, до сих пор есть. Ты туда приходишь, там и кролики, все есть. Я заказываю мясо, есть сайт офигенный, называется Good Eggs. Он изначально из Сан-Франциско. У них нету магазина. Они, как, знаешь, такой посредник между фермером и тобой. То есть как бы и у них прям вот хорошее домашнее мясо. Ринок — это вообще твой самий хороший друг, особливо. От фермерські ринки, котрі у нас є, типу там ти ходиш. Знаєш, у мене просто, я згадую ринки, котрі були вдома, і я хизую, звідки привозять там те м'ясо, тому я така, боже, я ніколи не куплю на ринку м'ясо. А тут, типу, вони якось їх тестують, що вони хороші, вони йдуть на ринок, чи як це відбувається? Смотри,
Во-первых, раз в год ты можешь посетить эту ферму, ты можешь посмотреть, где они, что они, как делают. Они прям, кстати, обычно там за месяц до они начинают флайера раздавать, когда у них open house, да, то есть все вот эти фермы, которые ты ходишь, в какой-то момент у них будет open house, ты можешь пойти посмотреть, дети, может, с курочками поиграться, то есть вот это все, это есть. Это то, как ты узнаешь. Потом you have to get to know your farmer, то есть ты с фермером действительно должен познакомиться, потому что, 100% есть те, которые, как бы, возможно, что-то делают не так. Я своих проверяю, как бы, я доверяю, но я проверяю. Я всегда задаю вопросы, там, в принципе, на всех фермах я уже была, у которых я покупаю. И я вижу качество, оно сразу видно. Причем ты можешь сразу отличить, если что-то не так. Потому что вот если они, допустим, вот есть понятие там grass-fed, да? Но оно может быть grain-finished, да, то есть они могут 3 последних месяца откармливать это животное на зерне. Там будет больше жира. Я это сразу почувствую. То есть как бы это уже не коровка, которая спокойно себе гуляла і кушала, да? Господи, звучить ужасно. Тобто, якщо ми беремо білок тваринний, то це або Whole Foods, або фермери, або оцей Good eggs. Еще можно в Америке, например, ты можешь заморозить. Я иногда заказываю, называется US Wellness Meats. Это компания, опять-таки, у них нету магазина, они онлайн, и они тебе прям могут полбарана прислать, то есть как бы, и оно все в замороженном виде, и прям очень такое хорошее. Прикольно. Ти даш нам всі ці посилання, ми додамо їх, тому що я то хочу спробувати. Це прикольно, я ніколи про це нічого не знала. Я знаєш, ми просто коли в Україні були, то ми ходили в Goodwine за м'ясом. І там мені здавалося, що воно, типу, плюс-мінус. Це, по-перше, було одне з єдиних місць, де можна знайти кролика, то що в інших місцях його чомусь не було. А місцевим фермерам я, якщо чесно, не довіряла. У меня ассоциация с Goodwine, я когда приезжала в Украину, возможно, мне просто так попадало. Потому что Goodwine, он мне очень нравился. Там, во-первых, и ресторанчик есть, и все такое. Но для меня поход в магазин, я типа там оделась в леггинсы, в Lululemon. Я такая, знаешь, на спорте собралась. И у меня еще... Дівчата виходять показати себе на полювання. Да, потому что, знаешь, а еще у нас машины же нету, всегда Uber, и я вечно, знаешь, как какая-то вот эта вот калифорнийская шпана, да, такая, залетела, загрузилась, выскочила. И потом в это же время смотрю по сторонам, думаю, боже, какие люди красивые. Да. Є такі. Окей, так, з м'ясом розібралися. На сніданок ми їмо білки, вуглеводи и жиры. Давай я тебе пример дам. Допустим, вот смотри, если ты планируешь свой завтрак, что ты будешь делать после завтрака? Если ты будешь сидеть после завтрака за комп'ютером, то ти їш білковий завтрак. Да, давай розглянемо, типу, коли в тебе робочий день за компом, ми зараз в долині знаходимося, більшість це, типу, офисная история. 100% ты ешь белковый завтрак. Да, то есть как бы это не только про яйца. Например, я иногда делаю себе осьминога, вот это, знаешь, который в Costco продаются, я его себе просто разогреваю и с салатом, например, делаю. Это может быть та же самая рыба, это могут быть грибы, это может быть паштет. То есть вот смотря что на бегу, что ты можешь съесть, это может быть там, like liver pate. Это паштет, да, называется? Liver pate. Печёночный паштет. Да, паштет. Вот, то есть какие-то вот разные такие варианты. Или, например, если ты там делаешь смузи или overnight oats, ты должна добавить достаточное количество белковых жиров туда, да, то есть это может быть ореховая паста плюс там какой-то коллаген или вот что-то такое. Это если ты понимаешь, что там следующие 3-4 часа ты просто будешь сидеть и работать, потому что вот эти углеводные энергии, грубо говоря, ты ее тратить не будешь. Так. Но если ты после этого, допустим, да, там пойдешь куда-то гулять или что-то такое, пожалуйста, съешь там блинчики с ореховой пастой. То есть это не про то, что ты ешь одни углеводы, но, в принципе, съешь что-то, в чем больше углеводов, чем белка, fine. Як ми будемо планувати обід? Так само офісний день, що ми плануємо на обід? Обед всегда твой самый комплексный прием пищи, потому что в 99% случаев именно в обед ты можешь усвоить максимальное количество витаминов и минералов. Мы хотим оптимизировать функции твоего организма, да, то есть это про то, чтобы ты усвоила. Еда — это не просто то, что ты ешь, а еда — это то, что ты ешь и что ты усвоила из того, что ты съела, да. И здесь это плюс. Если ты, например,
самая большая ошибка, я вижу, которую, это ты знаешь, салатики покупают. Да. И потом приезжают домой, думаешь, что ж ты такая голодная-то, да, там. Или, например... Чисто моє життя. Но это неправильно, вообще неправильно. Причем я иногда, когда вот так случается, что мне приходится на бегу схватить этот салат, во-первых, там всегда недостаточно белка, я не доедаю, я прям чувствую, что вот я бы сейчас еще что-то перекусила, да, вот это тот момент, когда ты понимаешь, я вроде как поела, но может сейчас печеньку еще съесть или еще чем-нибудь закусить. То есть обед — это самый комплексный прием пищи, потому как ты можешь больше всего усвоить, и потому что в итоге к концу дня это повлияет на уровень твоего голода. То есть что мы делаем? Мы сочетаем, например, там гречка, грибы, курица, овощи, да, там вот эти будда-бол, всякого рода там будда-бол. То есть если мы едим этот борщ, он всегда с какими-то углеводами рядом, если, ну и овощи, да, если вот супчик какой-то ешь, вот как, например, куриный суп с фрикадельками, да, допустим, вот смотри, есть куриный суп, фрикадельки, я всегда make sure, что я достаточно фрикаделек туда положила, плюс я добавлю туда рис, я всегда отдельно его готовлю, либо рис, либо гречку, и потом я туда добавляю cauliflower rice, рис из цветной капусты, то есть у меня такой прям, когда смотрю на свою тарелку, у меня там не маленькая тарелочка, там штук 7-8 таких хороших фрикаделечек, да, и углеводы, и этот. Так, что еще? У меня очень часто, на самом деле, меняется завтрак с обедом, то есть я на обед очень люблю делать типа тортильи, вот эти лепешечки, 2 яйца, где-то 2-4 унции рыбы, авокадо и салат, да, тоже такой хороший вариант. И да, то есть вот какие-то такие... А вечеря? Прощаємо. Всі бояться зараз їсти вуглеводи, а ти до цього сказала, що можна з'їсти риса з салатом і ще з чимось. А якщо я з'їм важкі вуглеводи, ну, хороші вуглеводи на вечері, я буду жирна чи ні? Жирно. Кто о чем думает? Я вообще себе так... Почему вообще такие слова употребляем? Жирная. Блин, знаешь, нет, все вообще такие нельзя. Нельзя так говорить, это неправильно. Это как-то звучит неприятно. Згодна. Чуть-чуть поправиться могу. Чуть-чуть поправиться. Чи може чуть-чуть поправиться в усіх містах свого тіла, якщо я з'їм трошечки риса на ніч? Смотри, кстати, очень интересный момент, обратила внимание, благодаря тому, что мы можем мониторы вот эти вот носить на руках. У меня у всех девочек, которые из Украины, да, там, ну вот все, которые славянского происхождения, на рис очень сильно сахар поднимается. Да. Вот почти как будто сахар едят. То есть, то есть я так как бы это такая сфера не особо изученная, возможно, это из-за того, что там рис это може, больше... його їли в дитинстві, якось така велика резистенція. Обычно это generation нужны, как это, поколение, да, то есть мы, наверное, не ели то раньше. Мы гречку, мы больше на гречке. Наверное, типу, прям действительно вот подскакивает достаточно хорошо. Еще и не дай бог этот... японский рис, да, вот этот, который в суши, туда же сахар добавляют, этот сироп. Вот, смотри, давай вот возьмем пример этого дня, который мы с тобой сказали. Вот смотри, на завтрак ты съела overnight oats, да? Там углеводы. Углеводы, да. Хорошенько поела, да, там ягодки еще добавила. Потом в обед, если ты адекватно поела, да, там у тебя тоже углеводы. И если у тебя нету проблем со сном, зачем тебе сейчас углеводы с твоим ужином? Ну, то есть зачем они тебе? По факту, на самом деле, тебе не должно их хотеться уже в этот момент. Потому что если ты доела их в течение дня, тебе они не нужны. Ну да, хочешь что-то легенькое. Да не легенько, просто, знаешь, вот нету такой потребности. Это про то, что, например, если у тебя есть вот эта потребность перекусить, что-то добавить, да, скорее всего, ты не доела. Вот прям, скорее всего, не доела, да. Другой момент, например, иногда, если там у человека проблемы со сном, я на самом деле советую не рис там есть или что-то такое с приемом пищи, а, например, там через час после еды, если там это не после 8:30, съесть, например, blueberries. Или вот сейчас черешня сезон, да, то есть как бы полчашки где-то, или там... Боже, ти ідеальний дієтолог. На вечір черешні дозволили влупити, та ти що? Так, не влупить, а полчашечки. Подожди.
Тут же все про это, тут же... Ну, как бы- навіть полчашечки. Мені, знаєш, у мене останнім часом такі фрукти після обіду їсти не можна. Ну, Нет, ну, в идеале ты не... Опять-таки, видишь, я же фразу сказала, если у тебя проблемы со сном, да? так. Но после 5:30 как бы зачем? Опять-таки замечательный перекус. Пообедала в 2 часа дня, в 4:30 села и съела чашечку черешни. Да, це те, що ми з тобою казали, що Да. це, типу, жіноче здоров'я, воно цього просить, і Да. це нормально, що Да. солоденьке, але якщо ти вибереш, що воно буде нормальним. Давай підсумуємо. То на вечері ми можемо зробити тоді щось легке, в сенсі якийсь салат, або якісь вже оброблені овочі, і білок, або тваринний, або Рослинный. рослинний. Смотри, я еще иногда предлагаю, например, в зависимости от организма, стараться в вечернее время есть именно теплые овощи. То есть, например, более такие как бы согревающие, особенно в зимнее время. Так, холодом. Летом, конечно, все меняется, но тоже как бы, если, например, мы говорим там про цветную капусту, брокколи, в вечернее время я бы предлагала ее есть в приготовленном все-таки виде. Это, кстати, к примеру того, что у тебя выработка ферментов понижается, поэтому лучше помочь организму немножко именно с тем, чтобы переварить продукты. В контексте именно того, что есть, да, там, то есть это может быть, опять-таки, то, что ты говоришь, вот рыба, любая, это морепродукты, опять-таки, нужно качество обязательно смотреть. Это может быть говядина, это все, ну, то есть как бы нету таких продуктов, которых есть нельзя категорически. Просто особенно если ты упрощаешь приемы пищи в контексте, там, в основном это whole food-based product, а не какие-то там ultra-processed, то все буде окей. Дякую. Ми колись почнемо їсти здорово. Скоро. Дуже скоро. Да. А потім, можливо, запишемо ще один подкаст, але це залишиться на потім. Да. Добре, ми тоді додамо, ти даш нам посилання на всіх фермерів, добре, котрими ти користуєшся, тому що я думаю, що це просто трохи інакша культура. Ну, я тобі так скажу, у моєї мами був фермер в Києві, до котрої вона, поки не почалося повномасштабне вторгнення, кожної неділі вона приходила до неї і купувала м'ясо. Але це такий фермер, котрий там якась одна своя корова, у неї там якась свинюшка, і я не думаю, що це там якесь щось суперякісне. І в мене... А чого? Блін, я не знаю, я просто якось, коли приїжджала до бабусі в село, як бачила, що ті корови, в яких вони там тих хлівах стоять, мені здавалося, що це якось, типу, не дуже. Я можу помилятися. Може, слушай, а давай я тебе вот сейчас пример дам. Давай. Для детей. Вот я своих детей, знаешь, я стараюсь их в грязь бросать как можно чаще. Я тоже. Тому що це, типу, вони знайомляться з мікрофлорами. Микробиом. Да. Стоит корова там во всем, что ты сказала, да? Представляешь, сколько бактерий? Це значит, что это навпаки добре. Да. Поэтому, знаешь, вот, например, у меня муж американец, да мы куда ни поедем, он везде чем-то отравится. То есть это прям, знаешь, это стабильно, это настолько... Вот единственное, он ни разу в Украине нет. Вот честно, мне настолько всегда интересно, потому что мы приезжаем, особенно к моей тете, вот в Судилково, в село, да, то есть там как бы, вот вода из колодца, то есть там вот прям такое... И я все ждала, когда он уже отравится. Блін, вода з колодця, тому що вона дуже низько. Це не то, що в тебе проходить через канализацию. Там животные, вот эта курица, понимаешь, там же все не обработанное. Просто Фрэнку, типа, знаешь, мы только куда-то поедем, вот первый период, он по-любому сначала отравится или что-то там или у него будет расстройство, и потом все пойдет нормально. Но это же американцы, у них действительно такая история, потому что у них нету соприкосновения регулярно с какой-то микрофлорой, они настолько от этого всего удалены. Реально, немає цього в говні з палкою бігати за курицею півлітра. Лепешки. Я помню лепешки. Корова идет, хвост подзадрала и лепешки. Значить, це був хороший фермер. В общем, коли ми сюди приїхали, і поки до цього періоду часу, знаєш, не було такої культури. Хоча у нас, до речі, є одна знайома, яка тут же давно, але вона в інакшому штаті, вона розказувала, що якісь такі движухи є, але ми на це не звертали увагу. По-перше, завжди здається, що це супердорого, і, типу, коли ти приїжджаєш, тобі ще не вистачає на все грошей, ти про це не думаєш.
Але це, до речі, цікаво. Ти знаєш, я от прям візьму і перейду по всім посиланням, що ти нам даш, і потім навіть зніму коротеньке відео, скільки там в місяць мені стало грошей це, тому що ми така звичайна сім'я, котра, ну, типу, звичайний зріс, дитина, двоє дорослих, і можна якраз подивитися, порівняти. Але впевнена, що якість продуктів сильно збільшиться. Дякую тобі за цей подкаст. Ми не будемо нікому розказувати, скільки ми його писали. Ми виглядимо чуть-чуть по-разному, да? Чуть-чуть, трошечки. Але все заради того, щоб був якісний матеріал. Так. І ти дійсно розказала дуже багато цікавого. Якщо у дописувача будуть якісь запитання, пишіть, я все передам Насті. Okay. Вона обов'язково відповість. Я буду намагатися. І вона відповість. Дякую тобі, що прийшла, і дякую за твою експертизу, і за те, що ти не транслюєш ці марафончики і всю цю фігню, і немає такого, що от заходиш на твій Інстаграм, і ти бачиш, що то, що ти пропонуєш людям, ти дійсно цим живеш. І це класно. Да. І це саме, знаєш, саме головне, коли людина це не парить через гроші, а дійсно цим живе, пробує на собі. Тому дякую за твою експертизу, дякую за те, що прийшла, і за цікаву розмову. А тебе спасибо, что ты меня пригласила. И за вот эту вот всю проделанную работу. Вот здесь вот, ребят, тут очень много работы. Люди стараются. Підписуйтесь на наш Patreon, Buy Me Coffee, Да. тому що це все коштує денежок. Да, люди стараются, да. Дякую. И for the good cause. Дякую. Да.